Первым будет рецепт очень вкусного, сочного, необычайно мягкого запеченного мяса одним куском в духовке. Приготовить его проще простого, весь секрет в маринаде. В первую очередь берем кусок мяса весом 1,5 килограмма, у меня это свиной ошеек, и делаем в нем множественные проколы. Сначала я делаю несколько крупных проколов ножом, а остальные проколы делаю обычной деревянной шпажкой. Теперь, чтобы просолить мясо внутри и чтобы оно было мягким и нежным, замочим его в рассоле. Наливаем в глубокую миску 2 литра обычной холодной воды. Добавляем 2 столовые ложки соли. Перемешиваем до полного ее растворения. Теперь в этот рассол опускаем мясо. Оставляем так минимум на 1 час. У меня уже прошел 1 час, сливаем рассол, а мясо достаем и хорошенько обсушиваем бумажным полотенцем. Теперь приготовим маринад. Смешиваем 2 столовые ложки паприки, 1 столовую ложку сушеного чеснока, чайную ложку молотого черного перца, чайную ложку соли и 2 столовые ложки кетчупа. Тщательно перемешиваем, чтобы все специи хорошо перемешались между собой. В итоге получится довольно густая смесь специй, так и должно быть. Натираем этим маринадом мясо. Теперь отдельно поливаем его медом. 1 столовую ложку меда добавляем на одну сторону и 1 столовую ложку на другую сторону. Равномерно растираем его по мясу. И последний еще добавляем 4 столовые ложки французской горчицы. Обмазываем ею мясо со всех сторон. И сразу перекладываем его в форму для запекания. Форму я заранее застелила фольгой и на дно постелила лист пергамента. Даем мясу помариноваться 30 минут и будем отправлять в духовку. У меня уже прошло полчаса. Накрываем мясо фольгой и отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 1 час 20 минут. Спустя это время раскрываем мясо. Этот лист фольги не выбрасываем, он еще пригодится. И отправляем мясо в духовку еще на 20-25 минут до красивой румяной корочки. У меня уже прошло 20 минут, мясо запеклось как надо. Накрываем его листом фольги и даем ему так постоять 15-20 минут. Ну вот и все, мясо готово. Открываем фольгу и можно подавать. Подавать его можно сразу горячим или же можно тонко нарезать и подавать в холодном виде, как буженину. Как вам захочется, вкусно будет в любом виде. Такое мясо получается необычайно мягкое, нежное, сочное, очень вкусное. Рекомендую попробовать запечь по этому рецепту, уверена, вы останетесь довольны. Делитесь в комментариях, как вам этот рецепт, а также делитесь своими рецептами запеченного мяса в духовке, будет интересно узнать. Следующим будет еще один классный рецепт вкусного сочного мяса в духовке, который также рекомендую. И для него нам понадобится кусок свинины весом 1,5-2 килограмма. Отлично подойдет шейная или тазобедренная часть. У меня кусок мяса весом 1,8 килограмм. Делаем на нем с одной стороны надрезы по диагонали глубиной до 1 сантиметра, чтобы в итоге получились ромбики. Благодаря этому мясо, во-первых, лучше просолится, промаринуется, а во-вторых, в готовом виде будет очень празднично и аппетитно выглядеть. А с другой стороны просто делаем в мясе множественные проколы, например, деревянной шпажкой. Теперь соединяем все специи для маринада. Понадобится 2 чайные ложки соли, 1 столовую ложку паприки, 1 столовую ложку сушеного чеснока, 1 чайную ложку кориандра и 1 столовую ложку молотого черного перца.
Можно, конечно, не смешивать специи, а сразу ими посыпать мясо, но мне кажется удобнее заранее их смешать. Перекладываем мясо в емкость, где планируем его мариновать, посыпаем смесью специй и хорошенько втираем их в мясо с обеих сторон. Накрываем мясо или емкость пленкой и отправляем мариноваться в холодное место на 2-3 часа, можно оставить и на ночь. Теперь подготавливаем форму для запекания, застилаем ее фольгой и на дно я еще выкладываю лист пергамента. Когда мясо замаринуется, перекладываем его в форму и сверху также закрываем фольгой. Отправляем мясо запекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 1:30. За это время готовим глазурь. Смешиваем 3 столовые ложки кетчупа или томатного соуса, пол чайной ложки паприки и 1 столовую ложку меда. Хорошо перемешиваем, и на этом глазурь готова. Спустя 1,5 часа достаем мясо, аккуратно раскрываем его и обильно смазываем получившейся глазурью. Отправляем снова его запекаться в духовку еще на 15-20 минут до красивой румяной корочки. Фольгой уже не накрываем. Готово. Даем мясу немного отдохнуть и будем подавать. Такое яркое, аппетитное запеченное мясо непременно впечатлит всех ваших близких и гостей. И впечатлит не только своим видом, но и своим вкусом. Мягкое, сочное, ароматное. Обязательно приготовьте. И, конечно, поделитесь в отзывах, как вам. Буду ждать ваши отзывы. И последним рецептом запеченного мяса будет вкуснейшая мясная гармошка. По этому рецепту мясо получается очень аппетитное, сочное, вкусное, отличный вариант на праздничный стол. В первую очередь приготовим маринад для мяса. Смешиваем растительное масло, паприку, соль и перец, любые другие специи по вкусу, у меня приправа для мяса, и выдавленный через пресс чеснок. Тщательно перемешиваем и даем ему настояться. Мясо надрезаем на кусочки толщиной примерно 1 сантиметр. Перекладываем мясо в емкость, где будем его мариновать. Выливаем сверху маринад и хорошенько втираем его. Отставляем пока мясо в сторону, а тем временем подготовим овощи. Помидоры и лук нарезаем на тонкие кольца. И тонко нарезаем сыр. Перекладываем мясо в форму для запекания, предварительно застелив ее фольгой. И между кусочками мяса выкладываем помидоры, лук и сыр. Готово. Сверху немного смазываем оставшимся маринадом. Закрываем плотно фольгой. И отправляем мясо запекаться в разогретую духовку до 190 градусов на 1 час. У меня уже прошел 1 час. Раскрываем фольгу.
Температуру духовки уменьшаем до 170 градусов и вот так отправляем в раскрытом виде еще запекаться на 30-40 минут до красивой румяной корочки. Мясо готово. Перекладываем его на блюдо и подаем. Необычайно аппетитно, сочно, вкусно, отлично сочетается с любым гарниром и очень удобно порционно нарезать. Попробуйте. Делитесь, какой из рецептов вам понравился больше всего, или поделитесь своими проверенными рецептами, которые рекомендуете. Будет интересно и полезно узнать. У меня же на сегодня все. До новых вкусных рецептов!